Я всех приветствую на своем канале. В этом видео я буду готовить вкусный французский десерт крем-брюле с деликатным утонченным вкусом лаванды. Очень нежный крем под хрустящей карамельной корочкой. В небольшую кастрюлю вливаем сливки, добавляем щепотку соли, 1/3 сахара от общего объема, добавляем лавандовый чай. Нужно помешивать, чтобы сливки не подгорали. Доводим до кипения, постоянно помешивая, но кипеть они не должны. Как только появятся первые пузырьки, выключаем огонь, накрываем крышкой и даем лаванде настояться. Здесь уже дело вкуса, кто какой любит, явно выраженный или легкий, деликатный привкус лаванды. Чем дольше будет настаиваться, тем более выраженный будет вкус. Желтки и оставшийся сахар тщательно перемешиваем с помощью венчика, но не взбиваем, масса должна слегка посветлеть. Сливки с лавандовым чаем нужно процедить. Снова переливаем в кастрюлю. Ставим на огонь, доводим до появления первых пузырьков, но смотреть, чтобы масса не закипала. Снимаем сливки с огня и вводим желтково-сахарную смесь. Сначала вливаем небольшое количество и перемешиваем, потом доливаем остальные. Стараемся перемешивать аккуратно, чтобы не образовывалось большое количество пены. Ту пенку, которая образовалась, аккуратно снимаем ложкой. Полученную смесь разливаем по формочкам. Здесь уже сами выбирайте, какую форму вам использовать, побольше или поменьше. Десерт готовим на водяной бане. Берем форму, помещаем в нее пергаментную бумагу. Это необходимо для того, чтобы вода в ней не кипела и не попала в десерт. Разливаем десерт по формочкам. Можно половником, а можно емкостью с носиком, чтобы было удобнее. Разлив всю смесь по формочкам, заполняем противень кипятком, доливая только до 1/3 формочек. Нужно делать очень аккуратно, чтобы вода не попала в десерт. Отправляем выпекаться в предварительно разогретую духовку. Достаем десерт из духовки и даем полностью остыть при комнатной температуре. Потом ставим в холодильник часа на 3, он должен хорошо охладиться, и уже после холодильника делаем карамельную корочку. Можно использовать как белый, так и коричневый сахар. Посыпаем на десерт. Излишки сахара можно струсить.
Хрустящую карамельную корочку делаем с помощью горелки. Это делается в течение нескольких секунд. Но если у вас нет горелки, можно отправить в максимально разогретую духовку в режиме гриль на несколько минут до образования карамельной корочки. При этом сам крем может слегка подтаять, и его снова нужно поставить в холодильник. Все-таки я больше за способ с горелкой. Надеюсь, мое видео будет для вас полезным. До новых встреч. Пока.